это «Орел и Решка» шопинг. И мы прилетели В Эквадор! А точнее, в его столицу Кито. И мы будем шопиться в самом центре мира, на экваторе. Так, на экваторе. Прошу сразу. Мое северное полушарие не трогать, оставаться в южном. Хорошо? Хорошо, договорились. Безлимитная карта уходит со мной, а вы там со 100 Не долларов. договорились, дорогой. Тогда «Орел». Тогда решка. Тыш ты, потыш ты, маратыш ты. Тыш ты. Да. Знаешь что, убери ноги, пожалуйста, с моего полушария, иди в свое северное, а южное не Ага, тронь. в южном и карточки ноги не будет, понятно? Какой же ты, Егор, бессердечный! У тебя учусь. Название Эквадора говорит само за себя. Эта страна находится прямо на экваторе. Здесь зимой и летом одинаковая погода и день равен ночи. Тут извергаются вулканы, а люди играют в странные игры. Хватит ее бить! Остановись! Здесь вы узнаете, как сохранить розу свежей 5 лет. Это же насколько классно. Ты разочек купил, подарил. И какой на вкус шоколад по $350 за плитку. Ну, что ли, солененькое что-то. Тут все тайное становится явным. И ваши желания... Фигура, big breast. Окей? И все, на что вы способны. Я его застрелю просто. Куда? Вы готовы шопиться в Эквадоре? Тогда вперед! Столица Эквадора Кито считается красивейшим городом Южной Америки. Здесь просто фантастические храмы и соборы. Яркие, цветные домики колониальной эпохи. Узкие и уютные улочки так и зовут гулять по старому городу. Все встречные местные тебе улыбаются. Здесь очень много индейцев, и они такие добродушные. Любят детей, обожают собак и умеют наслаждаться жизнью по полной. Для них нет ничего более радостного, как полетать на качелях над обрывом. Эквадор – родина какао. Еще 5 с лишним тысяч лет назад индейцы поняли, что зерна какао мало того, что вкусные, еще и наполняют энергией и повышают настроение. Сейчас здесь из них делают уникальный шоколад. Самый дорогой в мире. Цена за плитку доходит до $350. Это такой эксклюзив, что даже в магазинах не продается. Сделать заказ можно только через интернет. Доставляют в любую точку мира. Но если уж вы в Эквадоре, то забрать можно самовывозом, что я и сделаю. Вот здесь меня ждет самый дорогой и самый вкусный шоколад в мире. Ой, как же пахнет, а? Ой, а где же роскошный зал? Шоколадки на золотых подносах. Я думал, тут будет изысканный шоурум, а тут обычный офис. Да. Здравствуйте. Привет, как дела? Хорошо. Меня зовут Егор, а вас? Карл. Вот у него-то и узнаем, в чем же крутость этого шоколада. Все началось с проекта по сохранению тропических лесов. Мы разыскивали старые деревья и вдруг почувствовали в джунглях запах какао. В общем, рассказывают тут, что вдали от цивилизации, посреди джунглей, нашли старинные плантации. Там растут деревья редкого сорта ариба. И им больше 100 лет. Зерна на них не испорчены химией и культивацией. Прям винтажные. Вот и решили ребята делать из них такой же шоколад, какой мог бы быть 100 лет назад. Мы заботимся о деревьях на плантации, собираем урожай, ферментируем, сушим и привозим какао сюда, в Кито. Тут зерна обжаривают, перемалывают,
измельчают в массу и смешивают с тростниковым сахаром. И больше ничего не добавляют. Стопроцентный натурпродукт получается. Разливают по формочкам и дают застыть. Шоколад готов. Ну так сразу и не скажешь, что тут 300 с лишним баксов. Хотя... Мне кажется, только упаковка 100 баксов минимум стоит. Смотрите, одна часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И еще вот здесь буклет 10. 10 частей? Да и сам процесс упаковки – целый ритуал. Ну это ж феноменально. Я до сегодняшнего дня думал, что так запаковывают только дорогие телефоны. В общем, поняли, да? Это вам не шоколадка к чаю, а статусный подарок. Тираж ограниченный. Одна партия всего 500 плиток. Вот за редкость бабки и дерут. Кстати, если вы уже решились купить шоколадку за такие деньги, то тут будут стараться по полной. И проведут для вас целую дегустацию. В общем, рассказываю. Коньяк лучше всего подчеркивает вкус шоколада. Вода с тостами, чтобы перебивать послевкусие. Брать шоколад руками нельзя, ведь пальцы могут передать ему посторонний аромат. Нужно использовать только специальные деревянные щипчики. В общем, выглядит все так, будто я собираюсь пробовать Шато Шавель Блан 47-го года, а не какую-то шоколадку. Ну, приступим. Сначала понюхаю. Очень вкусно. Какая-то кислинка есть. Да, кисленькая. Что это? Это часть самого зерна какао. Там есть немного кислоты. Идем дальше. Ну что ли солененькое что-то. Там есть соль внутри? В этом виде какао присутствует до 1000 разных ароматических компонентов. И какой-то из них может напоминать тебе соль. Ничего себе! Оказывается, вкус проявляется в зависимости от времени сбора урожая. В марте кисленький, а в июне, например, может быть солененький. Этот шоколад с очень насыщенным цветочным ароматом, как духи. О, попробую. Такое. Действительно. Как будто какой-то апельсиновый цветочек заживал. Очень необычно. Вкуснятина. Завидуйте. Этот шоколад с коньяком. Он 2014 года, но 18 месяцев насыщался ароматом коньяка. Ну прям коньячком так хорошо отдает. Нет вот этого острого, жесткого привкуса, как, знаете, вишня в коньяке, когда ты раз и уже и выпил немножко. Легкий, аккуратный, ненавязчивый привкус коньяка. Но в целом это шоколад, вкусный черный шоколад. Но, честно говоря, я так и не понял, за что же тут платить такие деньги? Похоже, что за дегустацию и упаковку. Хотя шоколад, конечно, интересный и необычный. Вот о таком с цветочным ароматом я даже никогда и не слышал. И так как карта сейчас у меня, то куплю его. Спасибо, Карл, за угощение. Это я забираю с собой, а это вам. Спасибо. Спасибо. Любимая забава эквадорцев – тромпо. Вот такая деревянная игрушка, очень похожая на наш волчок. Чтобы поиграть, собираются целыми семьями. Дети учатся запускать тромпо. Мамы тренируются ловить его на руку. Ну, а мужчины соревнуются. Посреди дороги ставят камень, а на него ребром вот такую шайбу. Задача – раскрутить тромпо, словить на руку и кинуть в шайбу. У кого шайба отлетит дальше всех, тот и победил. Вообще, когда-то у индейцев тромпо символизировал жизненный вихрь. Считалось, что насколько умело ты управляешь им, то так же и складывается твоя жизнь. У каждого должен быть свой собственный тромпо. Бывают они очень разные. Пойду посмотрю, какие. Здесь продаются деревянные тромпо. Большие и малюсенькие, совершенно простые и разукрашенные.
Знакомьтесь, это Хорхе, главный патромпо в Эквадоре. Он занимается ими еще с самого детства. Семья его была бедной, и у него даже не было игрушек. Вот Хорхе и научился делать их сам себе. Потом стал выпиливать их для друзей. И так у него это хорошо получалось, что превратилось в дело жизни. Атмосфера тут, знаете, какая? Мастерская папы Карло, который делает не Буратино, а Юлей. В середину Хорхе вставляет стальной стержень и выпиливает эти юлы абсолютно разных форм. Y un trompo ancestral étnico muy ecuatoriano que perteneció a la cultura Caranqui, 3000 años atrás también. Entonces empezamos con este, 3000 años atrás, cultura Caranqui. Ну, такой простенький бочонок. Запускают его с помощью кнута. Хватит ее бить! Остановись! Это какая-то жестокая игра! О, Господи! Оказывается, так он направляет юлу в нужную сторону. Ну и как бы подгоняет, еще больше раскручивает. Несколько сот лет назад играли тут еще такими тромпо. С ручкой. И... Вау! Eso. И кругленькими. И... Оп! А это собственное изобретение Хорхе. Дизайнерская юла. А теперь мы запускаем НЛО. Прикольная, только огромная и стоит дорого. Вот традиционные мне больше нравятся. Делают их из дерева Мадера. Оно очень тяжелое, и веревка нужна для того, чтобы тромпо хорошо раскрутить. Смертельный номер. Мы начинаем. Если бы мой кот увидел такую юлу, он был бы в шоке вообще. Гонялся бы по всей квартире за этим тромпо. А ну, попробуй раскрутить самый маленький. Ya, así. Tira y ala. Ну, almost. Почти получилось. Слушайте, вроде, казалось бы, да, обыкновенная юла, а требует сноровки для того, чтобы ее назад вот привязать, запустить правильно, потом опять и опять и опять. В общем, есть чем заняться. Que desarrollan destrezas, iniciativas y aparte de eso, porque el niño debe dejar de ser espectador. Ну, если считать, что тромпо – это твоя собственная судьба, то мне нравится этот. Блестящий, разноцветный и очень нежных оттенков. Да и, по-моему, он сам меня выбрал. Все время к моим ногам прибивается. В общем, буду по индейской традиции тренироваться управлять своей жизнью. Та-да! В Эквадоре находится 40 вулканов. И 12 из них действующие. Как раз в наш приезд решил поизвергаться вулкан Тунгурауа. Специалисты говорят, что такое извержение не опасно. А для местных это вообще привычное дело. Они даже на склонах вулканов выращивают розы, которые потом продаются у нас в переходах. В этих теплицах растет 3,5 миллиона роз. Каждый день срезают 150 тысяч цветов. Это огромнейший конвейер. Все трудятся, как в муравейнике. Один работник сортирует 700 роз в час. По цвету, по размеру и форме бутона, по длине стебля. В общем, тут куча параметров, по которым отбирают идеальную розу. Чуть что не так, цветочек отбраковывается. Моя прелесть. А что ж тебя выкинули-то? У нас бы такого продали. А все почему? Потому что бутончик уже немножечко подвял. Не знаю, у нас бы точно продали. Точно. Вот так бы сделали, смотри, раз, как будто бы... Вот. Все. И снова товарный вид. Но тут строго следят за качеством роз. Вырастают они просто огромные. 10 недель розового такой длины. Капец.
Сорта для выращивания тщательно отбирают. In this area, we are testing the very new varieties. For example, 50 plants of every variety. Специально обученные люди определяют лучшие из них, те, которые пойдут в массовое производство. This variety is not having a good head size, but А это не подходит, потому что полностью не раскрывается. it's a problem because many clients are asking for a flower that develops 100% in a vase. Like this, like this. Like this. В общем, кастинг, я вам скажу, похлеще, чем в «Орел и решка». Проходят его только 1-2 сорта из 50. Единственный параметр, который не учитывают в отборе, это запах. Его у этих роз просто нет. The varieties that has a strong smell are more soft, more delicate. Видите, розы, которые пахнут хорошо, они не так хорошо переносят расстояние, на которое их транспортируют. В общем, чтобы эти красотки долетели в товарном виде к нам в киоски и переходы, жертвуют запахом. Кстати, цены тут по сравнению с нашими просто смешные. 50-сантиметровая роза – 30 центов. Роза высотой 80 сантиметров – 50 центов. А 1,5-метровая обойдется в $1.25. По дороге к нам цена будет все время увеличиваться. Упаковка, погрузка, перелет, разгрузка, растаможка, доставка, откаты, налоги, розничная наценка. И в итоге цена розы вырастает в 6 раз. Высшим шиком у нас считаются метровые розы. А тут есть выше меня ростом. Такие у нас даже не продаются. Oh my godness. Okay, 25 stems. И я знаю девушку, которая обрадуется такому скромному букетику. В каждом выпуске «Орел и решка. Шоппинг» мы будем вам рассказывать об интересных личностях. Это креативные, нестандартные, яркие, иногда даже слегка сумасшедшие персонажи. Люди, которые делают мир ярче, добрее и веселее. Ну а самое главное, именно они — символ и душа своего города. Меня зовут Хуан. Я работаю доставщиком льда с вершины вулкана Чимбораса. Это традиция. Индейцы всегда ходили за льдом на вулкан. И мой дедушка, и мой папа, вот теперь и я. Просыпаюсь я в 5 утра, пью кофе и отправляюсь в дорогу. Рядом со мной всегда мой друг, осел Луис Гуаман. Мы идем с ним в гору 4 часа. Там я отколупываю лед, гружу его на осла, и мы идем обратно. Вообще это опасное занятие, ведь на высоте холодно, а еще может завалить камнями. Лед я заворачиваю в сено, чтобы не таял. Так мы с Луисом Гуаманом успеваем донести его до города. В городе есть кафе, в которое люди специально приходят, чтобы попробовать лед с вулкана. Они считают, что он очень чистый и полезный для здоровья. Все сразу добавляют лед в соки и коктейли. И даже фотографируются со мной, хотя я никакая не звезда. Я просто делаю свою обычную работу. За это я получаю $10. Я бы хотел, чтобы лед на вершине Чимбораса как можно дольше не таял. Тогда я все так же смогу приносить его в кафе, а люди будут этому радоваться. Знаете что? Букет для Маши я купил, но хочется и себе что-то оригинальное. Эквадорцы, конечно, выдумщики. Они придумали разноцветные розы. Выглядят очень необычно, даже немного искусственно. Но многим нравится. Чтобы получить такие, стебель розы делят на несколько частей, и каждую из них ставят в воду с красителем. Так роза приобретает нужный оттенок. Но это еще не все. Тут изобрели бессмертную розу. Ну вот они, с виду ничем не отличаются от обычных роз.
The color is exactly as the one as if it was a fresh rose. The leaves you can see is exactly because it's a real rose. So Вся разница в том, что эти розы не засыхают и могут простоять в свежем виде 5 лет. Представляете? Одна такая роза стоит $10. За эти деньги можно купить букетик из 5 обычных, но они же завянут через 3 дня. А эти розы намного выгоднее. Вот не хочу, чтобы сейчас подумали, что я жадный, но вот как мужчина. Это же насколько классно. Ты разочек купил, подарил, и на год вообще забыл о цветах. Идеально, мужики, идеально. Бессмертной роза становится от того, что ее насыщают специальным раствором. Она от этого обесцвечивается, а потом ее красят в натуральный или какой-нибудь необычный цвет. Делают так и целые розы, и вот такие крупные бутоны. Их можно использовать как украшение. you can take it from the box and you can put it in any place in your house. Yeah, for sure. Пахнет она какой-то травой. Вот она не пахнет розой, а просто травой. Свежескошенной. Оказывается, розы еще специально насыщают ароматами. Какими захотите. You can put your own perfume in the rose. So that's something that you Вот can это очень интересный вариант. Добавить парфюм в розу. Удобно, что никакого ухода эти розы не требуют. Им не нужна вода, а единственное, чего они боятся, прямых солнечных лучей. От них они выгорают. Слушайте, это же идеальный подарок про запас. Ее можно подарить и маме, и будущей, пока еще не существующей женщине. Пусть стоит дома, ждет своего часа. I take it. В Эквадоре тесно переплетены католицизм и древние индейские верования. Например, есть праздник Корпус Кристи – смесь причастия с Днем урожая и солнца. Целый год для него шьют костюмы. Напоминает это одежду священника со странным головным убором, с безумным декором. Тут вам и монеты, брошки, пуговицы, бусинки, пупсики, пряжки и даже Супермен. Короче, все, что попадется под руку. Каждая штучка что-то означает. La riqueza que representa el oro que se le da, no, gracias al dios sol. Entonces por eso es el Inti Raymi cambiar. Tal vez los animalitos sí se pueden cambiar, pero las imágenes, las muñecas, eso sí no se puede cambiar. В таком наряде мужчины устраивают праздничное шествие. Ну что, ярко и колоритно. Вообще тут очень много странных традиций. Например, расписной хлеб в виде ребенка, который едят на поминках. Эквадорцы оказались такими предприимчивыми, что его продают туристам. Это тот самый уникальный случай, когда еду с кладбища можно купить как национальный сувенир. Hola, ¿cómo están? What is the story about it? La historia de estas figuritas empieza el 2 de noviembre. Que quiere decir que... Кстати, название хлеба гуа-гуа. Это же по-нашему агу-агу. Ну, как сюсюкаются с детьми. Для нас странно, а для них нормально есть хлебных младенцев. Перед днем усопших такой хлеб продают просто в магазинах. И однажды туристы стали замечать его и покупать. Местные поняли, что товар популярный, поэтому надо сделать что-то типа такого, только попрочнее. И стали добавлять больше клея, воды, в общем, разных материалов. В итоге получилось вот это. Как из хлебного ребенка получилась цветная лама с розами, это вопрос. Это все бурная фантазия эквадорцев. Напридумывали они тут и черепах разноцветных, попугаев, рыб. Делают также фигурки местных жителей, плоские и объемные, как куклы. Они очень популярны в виде декора на свадьбу, а еще как сувениры. Конечно, фигурки эти несъедобные, хотя и делаются из теста, но туда добавляют клей и красители. Когда застывают, их покрывают лаком. Вот и выглядят они вообще как пластиковые. Если хотите, вам тут могут сделать на заказ. ¿Le gustaría que yo le haga a usted? Sí? Только главное, чтобы похоже было. Фигура Big Breast. Окей? Вообще прикольно наблюдать, как делают твою миниатюру.
видели, какая у меня грудь? Мне плакать от счастья хочется. Наконец-то! Девочка старается. Платье по цвету подобрала. Слушайте, она даже свитер мой делает, представляете? То есть не просто платье, так. Все досконально. Головы тут, правда, заготовленные, но ничего. Вот у меня уже и бусики, и прическа, и туфельки. Головку надо придерживать. Она только родилась. Уже завтра куколка должна высохнуть. Ножки немножко, правда, толстоваты, мне кажется, мои похудеют. А так сходство поразительное. Посмотрите. Даже прическа, даже мои вот эти любимые штучки. Ну что, Маша, добро пожаловать в новый мир. Эквадор – родина знаменитой Панамы. Не детсадовских шапочек от солнца, а элегантных соломенных шляп. Вы, конечно, спросите, чего же она называется Панамой, а не Эквадоркой? Так я вам отвечу. Когда строили Панамский канал, то инженеры-строители просто погибали от жары. А эквадорцы подружески презентовали им свой головной убор. Европейцы его тоже оценили по достоинству и стали массово скупать. А так как продажи шли через Панаму, то и называть шляпу стали Панамой. Настоящие Панамы до сих пор делают только в Эквадоре. А все потому, что только тут растет пальма токилья, из листьев которой и плетут эти шляпы. На местных рынках их полно. Но дизайн, разве что картошку на даче копать. Можно, да, поверить? Это, конечно, больше сувенирные варианты. Плетение неровное, узелки, зазубрины какие-то. Для обычных туристов ничего так. Но это совсем не то, что положено носить богачам. С неограниченным бюджетом нам в другое место. Здравствуйте. О, привет, заходи. Это Даяна. Она продает самые крутые в Эквадоре шляпы Панамы. Шляпы, которые есть у нас, ты не увидишь больше нигде в мире. Они как короны для тех, кто хочет чувствовать себя королем. Класс! Надо мерить. Эта шляпа прекрасно подходит под стиль casual. Ну, как бейсболка. А ну-ка. Тебе идет. Вот только слишком уж она в дырочку. Да, эта модель не сильно защищает от солнца. Для стиля? Да, для стиля. Вот еще стиленькая. Это как модный аксессуар. Хороший цвет. А что это такое? О, это очень полезная штука. Тут под лейбой у нас есть липучка. Ее можно перестегнуть, чтобы уменьшить или увеличить размер. Ну прям шляпа на вырост. Купил. Голова выросла, а шапочка все та же. О, а это традиционная шляпа. Натуральный цвет и черная лента. В общем, шляп тут столько. Выбирать есть из чего. Кстати, делают их только вручную. Листья пальмы токилья разделяют на тонкие части. Затем их высушивают и из получившихся нитей начинают плетение. Вот так с одной точки и по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, без единого шва и узелка. Это очень сложная и кропотливая работа. На плетение одной шляпы уходит минимум 2-3 дня. Чем нити тоньше, а плетение плотнее и ровнее, тем шляпа дольше делается и выходит намного дороже. Это наш, можно сказать, шкаф с драгоценностями. Тут шляпы самого тонкого плетения. Получаются они очень мягкие. Эту шляпу можно скрутить вот так. И все. И на свиданку. И погнал на свиданочку, да? А когда захотите ее снова надеть, развернули и все. Никаких следов и помятости. А сейчас я хочу тебе показать ультратонкую шляпу, которую одна работница плела 7 месяцев. И это лучшая из лучших. Вот она, самая крутая Панама в мире. Ну вот
ну, надела на меня так, как будто бы прям по моей голове шили, по моим лекалам. Если ты посмотришь на просвет, то увидишь рисунок, как будто круги на воде. Или как птицы вокруг солнца. Точно. И тут такое плотное плетение, что это почти уже ткань. Ткань, которая сплетена вручную. Да ты, когда берешь ее руками, ты вот прям, ну, ты не чувствуешь того, что это сделано из пальмы. Ну а теперь, внимание! Цена. Эта шляпа стоит $25 000. Это корона. Обалдеть! 25 000 $. Соломенная шляпа. Это же можно машину купить. Ну, судя по всему, вещь действительно классная. Если случится неприятность, и кто-то сядет на твою шляпу... Я его застрелю просто. За 25 000 $ шляпа, чтобы он не сел просто... Куда? Поверь мне, если это действительно случится, мы даем пожизненную гарантию. Ты просто должен будешь отправить нам шляпу назад, мы приведем ее в порядок и вернем тебе. Ну вот это очень круто. Покупка раз и на всю жизнь. Наши шляпы очень любят знаменитости. Один из них – Стивен Спилберг. Вы знаете, если такая шляпа у Стивена Спилберга, тут и даже и думать мне нечего. Хорошо, что у меня безлимитная карта. Беру. Теперь такая только у меня и у Стивена Спилберга. Коренное население Эквадора – индейцы. Большинство из них не живут уже племенами в джунглях, а вполне себе такие городские жители. Испанская колонизация сделала из них католиков, но много чего своего они все-таки сберегли. Все так же одеваются в свою традиционную одежду и занимаются старинными ремеслами. Например, в городке Атавала основное занятие индейцев – ткачество. Они делают яркие разноцветные ковры, одежду и разные аксессуары из шерсти лам. Пряжу окрашивают семенами растений, отварами трав, орехами. А еще используют таких насекомых, как кошениль. Это что-то типа тли, живущей в кактусах. Если такую камашку раздавить, получится яркая красная краска. Добавите лимон, и вот вам оранжевая. Еще чуть-чуть соды, и все станет фиолетовым. Прям волшебство какое-то. Все свои изделия индейцы продают на местном рынке. Рынок Атавала самый известный и самый большой во всей Южной Америке. Здесь куча всего: маски, резные фигурки, украшения, куклы, вышитая одежда и коврики. И все оно такое яркое, что сразу хочется накупить всего и побольше. Но у вас есть я. И я вам расскажу, как не спустить все деньги на ненужные вам вещи. Итак, шапочки. Если вы чувствуете себя клоуном, почему бы и нет? Какие-то вот такие вот странные шапочки. Это очень, мне кажется, жалкое зрелище. Зачем? Зачем вообще, в принципе, такие шапки нужно продавать? Их нужно запретить, я считаю. Мне кажется, вот так я выглядела в 3 классе, когда мама заставляла меня носить шапку. Но есть тут шапочки и повеселее. На самом деле, вот выглядит как будто, знаете, ну, шапка для того, чтобы закрывать лицо, если холодно. Но тут очень глубокая история. Оказывается, эти шапки носят, когда наступает 21 июня, день солнцестояния. И в этой шапке есть секрет, сейчас я вам его покажу. Лицо номер 1, лицо номер 2. В этот день все надевают эти шапки для того, чтобы ни в коем случае не поворачиваться солнцу спиной. В общем, это скорее маска для праздника солнца. Ну куда ее у нас носить? Идем дальше. Рюкзаки. Конечно, как только вы сюда приходите, вы сразу очарованы этими узорами и красками. И вы думаете: какие модные рюкзаки, надо купить! Но поверьте, этот узорный рюкзак настолько специфичен, что очень быстро вам надоест. Это не кожа, естественно. Сделан он тяп-ляп.
Ну, его, в принципе, хватит на один перелет. Вывод. Не стоит вестись на то, что все дешево. Вы все равно это не будете носить. Еще Отавало не зря называют столицей пончо. И их тут пруд-пруди. Poncho alpaca. Вот, например, да, вот я сразу подхожу, и мне говорит этот миленький дедуля. Пончо альпака. Ну, друзья, не тут-то было. Есть маленький нюанс, потому что это не чистая альпака. But no solo alpaca sintética, un poquito sintética. Un poquito sintética. Пальцы не обманешь, друзья, эти пальцы видели многое. Как же отличить? Альпака такая упругая, мягкая и приятная на ощупь. А когда, значит, альпака смешанная с синтетикой, то ощущение, что есть немножко флиса на руках. Вот оно здесь такое. Так что не ведитесь. Настоящая альпака продается в дорогих магазинах. Ее за $100 даже не купишь. Коврики из шкурок понятно, что чистая альпака. Но это же сплошные пылесборники. Да и куда такие рисунки? Увы, не наш вариант. Из всего, что тут есть, больше всего с индейцами у меня ассоциируются вот такие ловцы снов. Значит, что это такое? Здесь мандала, бисер, кожа и перышки. Все это можно повесить у себя в комнате для того, чтобы вам больше никогда не снились плохие сны. Это то, что надо. Амулет, купленный у индейцев, которые его сделали, точно будет действовать. Ну и как декор они очень симпатичные. На выбор разные цвета и размеры. А я себе возьму, знаете, вот такой. Эквадорские индейцы не только мастера разных ремесел, но и самобытные художники. В деревне Тигуа почти все рисуют вот такие яркие картины. Среди туристов они пользуются огромной популярностью и продаются во многих сувенирных магазинах. Но я пойду к человеку, который придумал это направление. Ух ты. Буэнос диас. Buenos días, señor. Знакомьтесь, это Хулио Тоакиса. Он основоположник стиля Тигуа. И сейчас расскажет, как все начиналось. Hemos despertado, le digo, me hace soñar así, usted helando, yo dibujando. Entonces, contado con el señor así. Вот видите, как у индейцев все просто. Денег Хулио хватало только на краски. Más grueso que estos palitos. Así, estos ramitas es grueso. Entonces ahí tenía leches bastante. И холстов для картин не было, но попался под руку барабан. Entonces después ya dejamos secar hasta 5 de la tarde. Слушайте, ну интересно, разрисованный барабан. Гляньте, какие рисуночки. Тут женщина с ребенком. Здесь, собственно, сам художник, наверное. А, можно? Sí, да? esto es para tocar. Оказалось, что краски отлично ложатся на кожу, которой обтянут барабан. Вот Хулио и стал рисовать картины просто на овечьей шкуре. В основном это пейзажи, которые его окружают. Но вот не надо далеко ходить. Сейчас Хулио рисует гору, которую видно прямо с его порога. Но многие сюжеты приходят ему во сне. Y fiesta de Corpus Christi, nuestra costumbre, nuestra vida. Aquí es vuelta Pachacama, Pachamama. Entonces, eso se llama Pachamama. В культуре индейцев это главные божества. Пачамама – мать Вселенной, а Пачакамак – ее муж, создатель первых людей. Их присутствие в бытовых сценках абсолютно нормально. Ведь индейцы не разделяют мир на материальный и духовный. Вот и духи у них везде вместе с людьми. Наблюдают за ними и устраивают их жизнь. А еще почти на всех картинах есть кондор. Это священная птица. В индейской мифологии он связной между духами и людьми. Еще много картин Хулио посвящает обычному быту индейцев. Сбору урожая, домашней работе и современным проблемам. Я сначала думал, что это какая-то эротическая картина, тут голые люди. Оказалось, нет, это картина о загрязнении окружающей среды. Посмотрите внимательно. Нефтеперерабатывающий завод и голые люди.
Картины Хулио так полюбились туристам, что другие индейцы тоже решили на этом зарабатывать и стали рисовать подобное. Так и родилось целое направление. Конечно, это такое наивное искусство, как детские рисунки. Но есть в этом какая-то душевность и искренность. Вот таким индейцы видят мир. Ярким и разноцветным. Я вот не знаю, как вам, но лично мне вот эта картина больше всего нравится. Кондор летит с посланием к Пачамаме. И люди ждут, что она точно порешает все их проблемы, ведь держит мир в своих руках. Но картина очень интересная. Ее и возьму. Есть у нас традиция Рубрика «Подарки». привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Ну что, Валерий Горбунов? Ребят, еж. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Открой дверь в Нирвану. Ну вот и пришло время вашей, да чего ж там, и нашей любимой рубрики «Подарок зрителю». Начнем мы сегодня с сообщения от Руслана Кириченко, который написал следующее. Добрый день. Привезите, пожалуйста, из этой экваториальной страны какой-нибудь сувенир, именно характеризующий, что эта страна находится в самом центре экватора. Уважаемый Руслан и уважаемые зрители, которые пытаются проверить фантазию ведущих. В этой рубрике мы выбираем подарок по вашим заявкам, а не придумываем его за вас. Поэтому уж простите, подарка не будет. Следующее сообщение от Елены Гнатюк. Добрый день. Дочка очень любит кошек. Знаю, что в Эквадоре продаются фигурки из этих животных из бальсы. Привезите нам такую кошечку, пожалуйста. Елена, мало того, что я не видел игрушечных кошек, так по улице и живые не бегают. Тут одни собаки, и такое впечатление, что котов вообще нет. Поэтому уж простите, но кошечки не будет. Следующее сообщение очень страстное от Евгении Алексеевны. В Эквадоре водится кровь дракона. Мне, как неугомонной творческой блондинке, интересно сделать из этого магического порошка помаду и расцеловать вас за такой бесценный подарок во все щеки. Значит, Евгения, а напишите мне в личку. Читаю следующее сообщение от Ольги Тутенко. Здравствуйте, ведущие моей любимой программы. Моей дочке завтра исполнится 8 месяцев. Нам предстоит операция на сердце и долгая реабилитация, связанная с неврологией. Очень хочу попросить вас привезти моей дочурке оберег, куклу, амулет, крестик, иконку, не имеет значения. Главное, чтобы она принесла 100% удачи и благополучного решения. Маленькая Ева вам будет очень благодарна. Под этим сообщением подписались десятки наших зрителей. Многие из вас пожертвовали своими желаниями ради желания Ольги. Поэтому, Ольга, я иду за амулетом. В Эквадоре очень суеверные люди. Тут еще из индейских традиций осталась привычка носить на себе кучу разных амулетов. Да и христиане принесли свои обереги. У каждого здесь есть свой какой-то камушек или украшение, охраняющее от злых духов, врагов, приносящее здоровье и успех в делах. Тут это вообще так популярно, что амулеты продаются просто в магазинах. I want to buy some amulet for young girl. She's 8 months aged and she has a problem with the heart. Entonces sí, sí le ha de curar a la niña. Учитывая то, что Еве будет делать операцию на сердце, мне вот женщина предложила амулет в форме того же сердца, который нужно надеть на красную нить, повесить либо на руку, либо на шею, и он будет ее оберегать и давать силы. Конечно, это не ювелирное украшение. И стоит недорого. Но главное же не это, а вера. Ольга, местные люди верят в силу этого амулета, поэтому к вашей вере добавляется вера всех местных жителей, наша вера всей нашей команды. Я лично верю, что этот амулет принесет здоровье вашей дочери. Мне еще нужна красная ниточка. О! Вот, в виде браслета. Ольга, амулет и, как сказала женщина, красная веревочка. Готово. Эквадор не зря находится в центре планеты. Тут все уравновешивается. Индейские верования и христианские традиции. Древние ритуалы и современные придумки. Человеческое спокойствие и
буйство природы. Это чувство гармонии именно то, что стоит прихватить с собой. Мой кот был бы в шоке вообще. Как же пахнет, а? Жалкое зрелище. Моя прелесть. А что ж тебя выкинули-то? Вы видели, какая у меня грудь? Мне плакать от счастья хочется. И погнал на свиданочку, да? Если вы чувствуете себя клоуном, почему бы и нет? Я несу тебе в подарок не букет лесных фиалок, не ромашку и не розу, а гигантическую розу. Это мне. Это тебе. Мне еще никто никогда не дарил такие. Они как человек. Они настоящие. Они такие, ну да, но я имею в виду, что они такие высокие и такие... О, А я, между прочим, сегодня ел самый дорогой шоколад. Купил непонятную картинку за сумасшедшие деньги. Маша, как шопинг? Извини. Да, слушай, шопинг, конечно, вообще. Тут вот эти горы, вот эти вот, этот вид, эти добрые люди. У меня, конечно, вообще, у меня такие юла была. Ну, в общем, есть что вспомнить и что домой привезти. Друзья, мы увидимся с вами в следующем городе. Всем пока. А то надо Давай сумку, давай сумку. Да, Давай. поставить их срочно, чтобы они не умерли. Что еще надо, да?